Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня будем менять заднюю часть глушителя автомобиля ВАЗ-2107. Глушитель прогорел, теперь необходимо его заменить, так как его заварить не получится. Вот видно задняя часть, в которой есть отверстие. Скорее всего, здесь коррозия была, собиралась влага, и оно проржавело и прогорело. Видно, что рядом все проваливается. Если начать его заваривать, то прогорит в другом месте. Вот уже видно, дырочки появляются. Задняя часть глушителя держится на 3 резинках. Одна жесткая в задней части. По бокам 2 с проушинами из проволоки. Слева и справа. И хомут, который крепит заднюю часть к средней глушителя. Набор резиновых креплений мы купили, потому что старый уже имеет признаки старения, видны микротрещинки, потертости и, возможно, в дороге может оторваться. Боковые части тоже не очень красивые. Хомут я менять не буду, потому что он еще более-менее нормальный, не ржавый. Немножечко есть следы окисла, мы с помощью ВД-40 их снимем. Для прочистки резьб я буду использовать универсальную жидкость ХАДА, которая аналогична ВД-40 и хорошо растворяет ржавчину. Вот новый глушитель, задняя часть. Он красиво покрашен серебрянкой. Насчет качества не знаю. Металл вроде бы хороший, тяжелый. Надписи на нем нет производителя, но куплен в автомобильном супермаркете. Для начала необходимо с помощью универсальной смазки прыскать все болты, для того, чтобы убрать следы коррозии, и они легко открутились. И пробрызгиваем хомут. После этого необходимо подождать 5 минут, и можно все откручивать. И откручиваем хомут. И снимаем болт гайкой. Вот такого плана. Немного пристукнем молоточком и снимем хомут. Вот видно, что все плотно стоит. Теперь необходимо выбить эту часть из зацепления. С помощью плоской отвертки я расширяю вырезы для того, чтобы рассоединить 2 части. Откручиваем с помощью плоской отвертки болт, придерживая рукой гайку или ключом. Стараемся не потерять шайбочки и гайки. И теперь снимаем боковые резинки. Слегка натягиваем их и снимаем своих зацепов. После этого необходимо заменить центральный крепеж резиновый глушителя. Откручиваем 2 ключиками на 7. И снимаем крепеж. Видно, что здесь крепеж покрылся микротрещинами и царапинами. В дальнейшем может порваться. А с нижней части даже нет металлической втулки. Почему-то, наверное, забыли поставить. И ставим новую резинку на место.
После этого необходимо почистить раструб центральной части от накипи, ржавчины и сажи, потому что я центральную часть пока менять не буду. Если вы ее будете менять, то этого делать не нужно. Обжимной хомут я буду ставить нового образца. Он выполнен такой формы. Это был заводской, он уже ржавый и морально устаревший. Сразу одеваем на раструб средней части хомут и опускаем вниз. Соединение двух труб необходимо смазать графитной смазкой, для того, чтобы при дальнейшей разборке было легче его снять. Теперь можно навешивать на резиновое крепление сам глушитель. Теперь соединяем обе части. Упираемся в днище монтировкой и слегка поджимаем оба разъема. И фиксируем стык хомутом. Вот хомут поставлен на место, и можно приступить к дальнейшей работе. И осталось закрепить на место задний резиновый крепеж. Вот такая получилась труба, новая, закрепленная во всех местах, где ничего не забыто. Хомут наложен. Такая еще проработает. Осталось завести и проверить, как же работает выхлопная труба. Не сечет ли где на стыках. Ну вот, ремонт машины закончен. Теперь можно ее помыть. И все работает. Ставьте лайки. Пишите свои замечания, комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.